Приветствую вас на канале Цветок Персика, который посвящен творчеству, скульптурной живописи. Меня зовут Наталья, и сегодня я хочу начать серию мастер-классов по созданию композиции с декоративным подсолнечником. Сразу хочу оговорить, что отсняв мастер-класс, я не буду показывать его целиком, потому что большие видео очень тяжело форматировать, загружать, поэтому мастер-класс я разделю на несколько частей длительностью 15-20 минут, пронумерую, но в принципе я примерно так поступала и до этого, только вот последние мастер-классы с цветком ириса, где части были длиной в 1 час, они очень большие сложности возникли с их форматированием и выкладыванием, поэтому я от такого формата отказываюсь, и видео будут небольшие, но, наверное, таким образом будет удобнее тем, кто будет работать вместе со мной, кто будет создавать свои композиции, это будет мотивировать. То есть, например, сегодня я сделаю что-то по первой части, завтра по второй, легче начать, легче закончить какой-то этап, поэтому попробуем поработать в таком формате, но в последующем, если что, можно будет что-то изменить. Итак, что для этого нам понадобится? У меня есть мастихины. Я взяла самый длинный, какой у меня есть. Вот такая длинная поверхность, узенький. То есть этот мастихин мне нужен для того, чтобы сформировать большой лист. Мастихин вспомогательный, и он же еще будет использоваться для создания небольших листочков. Кисточка, ну любая, обычно используют такие, какие уже не нужны в живописи, какие не жалко, для того, чтобы разглаживать какие-то наши дефекты, ну для того, чтобы более эффектными и гладенькими были соединения. Так, дальше мне понадобится штукатурка. На данном этапе я беру пока только зеленую штукатурку. Я смешала 2 цвета, так как у цветка подсолнечника штукатурка, она более теплая, цвет листиков более теплый, такой зелененький, поэтому я вот намешала цвет такой тепленький, зелененький, не очень темный. И из него мы сегодня будем формировать листочки. Еще я из влажной салфетки нарвала вот полосочки и скрутила их вот такими валиками. То есть это я приготовила для того, чтобы делать какие-то подпорки под наш листочек, чтобы листочек высыхал в той форме, в какой нам нужно. Пока я их отложу в сторонку. Далее мне понадобится основа. То есть у меня фанерная заготовка диаметром либо 6, либо 8 миллиметров. Я ее покрасила, обратная сторона такой розовый перламутровый цвет. И на лицевой стороне у меня очень сложный фон, то есть здесь декоративная штукатурка, более плотная, которая нанесена таким объемом. Слой довольно высокий. Вот я не знаю, будет ли видно на камеру, то есть помимо нанесения объемной такой штукатурки, здесь еще использовано многоуровневое прокрашивание. В результате фон получается довольно плотный, насыщенный по цвету, очень интересный, очень глубокий. И я намеренно взяла такой более темный фон, для того, чтобы именно на нем желтенький цветочек подсолнечника смотрелся более эффектно. Ну и фон сам по себе, вот я попробую покрутить вот так вот перед камерой, может быть, будет видно, вот что здесь много уровней окрашивания, много. Сама штукатурка наложена такими вот интересными слоями, образующими пупырышки, рытвины. Ну вот на нем мы будем делать. И сегодня на данном этапе мы сформируем листочки, которые находятся непосредственно под цветочком, и сформируем листочки, которые у нас будут, ну как частью композиции, непосредственно большие листики подсолнечника. Ну, естественно, вам понадобятся перчатки. И они уже на мне. И
мы начнем. То есть я покажу, что цветок у нас будет расположен вот в этой части. Под ним мы сделаем небольшие листочки, и здесь будут располагаться 2 или 3 крупных листка непосредственно нашего подсолнечника. Так, и я начну с маленьких листиков. Возьму мастихин, который у меня поменьше. Разровняю штукатурку, чтобы удобно было набирать. И делаю обычный набор. То есть, как обычно, мы набираем горочку. Так, сейчас мы ее сформируем. Вот такая горочка у нас. Нам надо очистить мастихин. Так, этим неудобно пользоваться для этих целей вспомогательных. Пока его в сторонку. Да, еще забыла сказать, что влажная салфетка обязательно у нас под рукой для того, чтобы очищать. Вот делаю небольшой набор, совсем немножко. Вот, немножко. И выкладываю на палитру. Вот таким образом я как бы делаю скользящее движение мастихином, потихонечку оставляя поверх, потихонечку оставляя штукатурку на палитре, а мастихин при этом освобождаю. Я взяла другой мастихин, потому что длинненький мне неудобно пользоваться как вспомогательным, просто положу его рядом. Вот, и у нас получился вот такой вот листочек. Вот он у нас пока распластан на палитре. Я его собираю, кучечку, делаю такую удлиненную форму, снимаю с палитры, оп, и выкладываю на работу. То есть, ну, например, здесь. Выкладываю, прижимаю. Почему я распластала, как бы разложила лепесточек, листик на палитре? Потому что у меня поверхность основы очень такая рифленая и бугристая, и распластать непосредственно на работе у меня не получится. Штукатурка будет забиваться в эти ямки, рваться вот на бугорках, и то есть мы не добьемся того эффекта, какой нам нужен. Но если у вас основа сделана гладенькая, то в принципе вот такой лепесток можно делать непосредственно на работе. Я беру кисточку, вот она у меня старенькая, и щетинки уже вот в разнобой, а от того, что я гладила штукатурку, несмотря на то, что ее моешь, она все равно становится жесткой. И вот такой вот жесткой кисточкой, не макая ее в воду, сухой, я делаю такие бороздки, рифления на нашем листочке, чтобы он был более интересный. Вот таких листиков нам понадобится несколько. То есть, чтобы тут меньше времени тратить, я их вот наделала несколько штук. И сейчас мы их непосредственно определим на работу. Сейчас я немножко сгребу штукатурку в кучку. Так, чистить мастихин. А, да, еще забыла сказать, конечно же, нам всегда нужна водичка. То есть я сейчас, так, пока я эту палитру отодвину в сторонку, эту палитру выложу сюда. Вот, листочки я должна выложить, для себя рисую такой мысленный круг, где у меня будут непосредственно лепесточки моего подсолнечника находиться. И листочки я выкладываю как бы по кругу, но не по всему кругу, а мне их надо вот несколько штук. Вот я их несколько штук сделала. И сейчас мы будем определять нашу работу. Вот, прижимаю ее тщательно.
иду дальше. Вот, например, здесь. То есть почему я сажаю в уголочки? Потому что у нас в уголочках будет, в принципе, свободное пространство. И их тут будет лучше видно. Так, если какие-то у нас лишние элементы, мы их просто убираем. Прижимаю по всему, по всей длине листочка. Кисточкой наношу такое небольшое легкое рифление вдоль листочка. Ну, в принципе, этого делать не обязательно, потому что эти листочки почти полностью у нас перекроют лепесточки нашего подсолнечника и будут видны только, по сути, краешки. Но, тем не менее, можно их сделать, а можно и не делать. Так, вот такой листочек. И мы еще сделаем вот здесь. Ну, здесь, в принципе, можно один сюда посадить. Немножко подальше. То есть опять смотрим, что ничего сложного нет. Мы посмотрели, какие мы будем делать листочки, в какой форме будут наши лепесточки, какие нам нужны будут мастихины для того, чтобы мы такую форму лепесточка могли получить. И уже непосредственно формируем их так, как мы обычно делаем, потому что, по сути, ничего не меняется. Да, вот именно вот такие лепесточки, которые у нас, которые мы формируем на заднем плане, мы их можем не... Вот он у меня вот сам изогнулся, я его в таком виде оставлю, потому что если я сейчас начну его распрямлять, он может окончательно порваться и испортиться. Но, в принципе, каких-то изогнутых лепестков нам в данном случае не нужно. Так. Как-то, наверное, подальше. Нет, все-таки он у меня изорвался, я его уберу. Подсажу сюда другой лепесточек. Мне хочется его немножко подальше, как бы расширить пространство под наш будущий цветок. Вот я его придавливаю, чтобы он у меня надежно был закреплен. И у меня остался последний лепесток, наверное, больше я делать их таких не буду. Я его подсажу куда-нибудь вот сюда, третьим лепестком. Вот так, например. Ну, то есть это делается для того, чтобы композиция выглядела более интересно. Вот. С этим делом мы закончили. Теперь наша задача сформировать листики крупные. Я вот его один сформировала уже. Сейчас его установлю на работу. Потом покажу, как я его формировала. Второй листик мы сделаем вместе с вами. Ну, а третий листик я уже сделаю потом по аналогии. И помимо того, что я вот его сформировала, нанесла разделение, ну вот такие вот полосочки, да, мастихином выделила серединку. У листа подсолнечника вот серединка и основные прожилки, они такие не просто одной полосочкой, а более выпуклые. И вот эти серединки желтенького цвета. И сейчас мы попробуем это изобразить. Мы для начала сформируем второй листочек, а потом сразу на двух листочках
я покажу, как это можно сделать, не используя красители, а ограничиваясь только штукатуркой. Но при этом она у нас будет не замешана, как вот мы в прошлые разы делали, два вида штукатурки брали, а мы как бы дополнительным цветом сверху ее используем. Вот я сняла этот листочек, который сформировала, и сейчас я его установлю где-нибудь вот здесь. То есть и именно вот этот листочек я сейчас попытаюсь выложить как-нибудь красиво изогнутый. При этом я буду использовать вспомогательные салфеточки, которые я приготовила. Вот они. То есть тут тоже ничего сложного, просто влажную салфетку рвете на полосочки, более узенькие, если там небольшой подъем надо сделать, более широкий, скатываете таким валиком и используете. Потом, когда листочек высыхает, эти салфеточки у нас очень легко достаются. Так, опять длинный мастихин, которым мне удобно пользоваться для вспомогательных этих. Сейчас я возьму поменьше. Так, и вот он у меня листочек. Я его хочу как-нибудь красивенько изогнуть. Так. И вот начинаю подкладывать вот под эту часть. Вот здесь у меня будет кончик, я придавлю, чтобы он сцепился с поверхностью. Так. И может быть так оставить, или вот немножко эту часть приподнять. Вот таким вот образом, совсем немножко. Вот так вот пусть будет. Вот. Вот такой у нас получился листочек. И сейчас я покажу, как я его формировала. То есть вот. И потом мы еще сделаем дополнительное прокрашивание. Так, что у меня тут есть? Эту палитру я пока убираю в сторонку, она мне не понадобится. Возвращаюсь к палитре, где у меня лежит штукатурка. Я взяла самый длинный мастихин, какой у меня есть. Вот он называется S8. Вот. С помощью таких мастихинов можно формировать достаточно крупные листочки. Так, что мы делаем? Мы, как обычно, набираем основу. Набираем основу. Так, немножко не набралась. Вот. Убираю все лишнее, ненужное. Нет, как-то оно не на всю поверхность набралась. Сейчас я попробую переделать. Когда вот такой широкий мастихин, очень длинный, тут надо чувствовать, как идет набор, потому что, чтобы штукатурка набралась на всю поверхность мастихина, надо делать упор на всю поверхность, то есть распределять усилия для того, чтобы у нас вот наша горочка, основа, сформировалась равномерно, не в какой-то одной его части, а по всей поверхности. То есть это тоже тут надо привыкнуть, нужен навык. Но, как я говорю, если у нас не получилось что-то с первого раза, ничего страшного, мы просто снимаем то, что не получилось в общий замес штукатурки, и пробуем делать по новой, потому что все мы учимся, мы имеем право совершать какие-то ошибки, в этом нет ничего страшного. Да, и, кстати, вот сегодня я не стала загущать штукатурку, потому что я делала предварительно листочки, заготовочки, и я боялась, что штукатурка у меня очень быстро высохнет, и поэтому, когда формировала листочек, я штукатурку не стала загущать. Так, и теперь я делаю набор горочки, набор штукатурки на всю поверхность мастихина. Набор я должна сделать очень высокого лепестка. Сейчас расправить, распрямить. То есть опять это вот сложность работы с такими большими мастихинами. К ним надо приноровиться. Но они позволяют нам сформировать достаточно крупный листочек, вот, который в данном случае нам и нужен.
То есть сами знаете, что у подсолнечника, даже у декоративного, листочек, вернее, очень большой. Вот. Смотрите, у меня уже какой высоченный лепесток, он уже у меня начинает загибаться. То есть уже сложность. Ладно, я пока на этом остановлюсь. Снимаю его на палитру. И должна сделать еще один такой же листочек. Вернее, часть листочка, вторую половинку. То есть я делаю набор основы на другую сторону. Вот. Штукатурка не загущена, и тяжело такую набирать, потому что она вот вся кашится. Ничего, мы сейчас сделаем только один листочек. Я просто покажу, как я его делала. Потом уже третий листочек я сделаю перед тем, как мы начнем формировать непосредственно лепесточки подсолнечника. Так, и сейчас я делаю набор высокого лепестка на другую сторону. То есть точно так же нужно контролировать, чтобы набор у нас шел одновременно, равномерно по всей длине мастихина. То есть если мы где-то сделаем упор либо на кончик, либо на пяточку, то у нас пойдет не вот такой гладенький лепесток, а он будет с перекосом в какую-либо сторону, как бы деформированный такой. Конечно, такие можно использовать в определенных случаях, но вот в данном случае нам нужно, чтобы наш лепесток сформировался вот такой вот кругленький, гладенький, красивый, чтобы мы в итоге листик подсолнечника сделали удачным. Вот видите, у меня уже пошел небольшой перекос, то есть на пяточке меньше, а на носике немножко больше. Вот сейчас я должна попытаться этот перекос исправить. Делаю упор больше на пяточку мастихина. Вот. Тоже уже лепесток начал загибаться под тяжестью. Немножко еще наберу. Вот. Видите, какой большой лепесток. Вот на обратной стороне он рифленый, но мы сегодня будем использовать гладкую сторону лепесточка. Я его снимаю на палитру. Так. Очищаю мастихин. Освобождаю всю поверхность для того, чтобы заниматься этим листиком. Так. Мастихин очищаю. И забираю эту вторую часть листика. Вот, и начинаю их компоновать. Видите, у нас какой крупный листок получился. Красивый. И по цвету получилось очень удачно. То есть цвет яркий, но в то же время он очень явно такого теплого оттенка. Именно такой, какой нам нужен. Потому что листья подсолнечника, они все теплого зеленого цвета. Так, вот у нас наш листик. Мы объединяем надежно две половинки лепесточка. Можно вот так вот обрезать, чтобы кончик был более явно выделен. Вот такой листик. И теперь нужно вот нарисовать, то есть у маленьких листочков мы рисовали просто прожилочку.
как бы поверхностью мастихина, делая небольшой упор на край. А тут мы проведем параллельно 2 полосочки рядом на небольшом расстоянии друг от друга, примерно пару миллиметров. Вот видите, вот такая у нас получилась штучка. И точно так же мы делаем двойные полосочки на вот этих вот не стебелечках, а как они тоже прожилочках. Но мы эти прожилочки делаем не часто, а буквально сделаем их 2. То есть обозначим как бы самые большие прожилки, а остальные как бы маленькие мы потом просто изобразим. Так, еще с этой стороны немножко несподручно. Так, и что еще мы можем сделать с этим листиком? Мы можем сделать такие насечки. То есть я держу мастихин под углом 45 градусов к поверхности листа. И вот делаю такие небольшие защипы. Совсем небольшие и не глубокие. То есть просто обозначая рифленый край листика. Вот так вот по всей поверхности. Так, а теперь я беру свой большой мастихин. Моя задача выложить. Во-первых, снять его, потому что пока я его приглаживала, он уже успел сцепиться с поверхностью палитры. И сейчас его надо аккуратненько как бы срезать с нее. И выложить непосредственно на работу. Вот. Надо сделать, чтобы его не порвать. Вот. Мы его взяли и располагаем его в этом месте. Вот. Прикрепляем. Прикрепляю серединку. И сейчас мне надо приподнять как бы края листика, вот, чтобы показать изгибы, объемы, чтобы в итоге работа выглядела более интересной, более объемной. Вот тут у нас сам листик загнулся, мы его в таком состоянии ставим. Вот эту серединку мы придавливаем мастихином к поверхности работы, для того, чтобы она с ней соединилась. Вот, в принципе, еще можно вот здесь вот положить салфеточку. То есть салфеточки лучше готовить заранее, чтобы вот когда уже непосредственно листочек лежит у нас на поверхности, чтобы просто взять и положить, чтобы не начинать суету с тем, что вот пока я порву эту салфеточку, пока я ее сделаю, при этом работа сохнет. Мы торопимся, нервничаем. То есть мы продумываем, что заранее нам надо подготовить для того, чтобы потом комфортно сидеть, работать, никуда не дергаться и не бежать. Так, вот. Мы сделали 2 листочка. Потом я еще сюда сформирую сверху небольшой, чуть поменьше этих 2, 3 листочек по аналогии. А сейчас я хочу показать, что мы будем делать с этими листочками дополнительно. Так, вот у меня есть влажная салфетка. Я пока ей накрою свою штукатурку.
Дальше я возьму мастихин. Наверное, маленький. Вот такой маленький меня устроит. И сейчас мы сделаем такую штуку. То есть, если раньше мы говорили о том, что в некоторых случаях нам необходимо загущать штукатурку, то сегодня мы будем поступать ровным счетом наоборот. То есть вот я взяла небольшое количество обычной стандартной штукатурки. И сейчас моя задача добавить сюда воды и сделать из этой кучки такую кашицеобразную жижу, которую мы будем использовать. То есть вот я добавляю кисточкой, добавляю, перемешиваю. Вот для чего нам это надо. То есть можно использовать какие-то красители, но краситель это всегда другая фактура, другой материал. Штукатурка, она в принципе у нас всех цветов, она в основе имеет одинаковый состав, и поэтому вот в данном случае мне надо прорисовать прожилки, мне надо прорисовать краешки, и намного эффективнее будет. То есть штукатурка, когда высохнет у нас, она будет создавать такой более естественный переход цветов. И вот что я делаю. Вот я беру вот такую кашицеобразную разбавленную водичкой штукатурку, кисточку. Кисточку использовать лучше небольшую, потому что я буду рисовать серединку. Вот. И вот эти вот прожилочки у подсолнечника, которые, вот если посмотреть на фотографию, они у нас прям ярко выраженные, желтенькие. Мы их прорисовываем. Так, что-то мне не очень понравилось. Немножко, очень, видимо, кисточка размахрилась, и она не дает рисовать четко линию, она заходит за края, как бы это не есть хорошо. Ладно, сейчас попробуем краешком сделать. То есть нужно более тоненькую кисточку, чтобы вот эти прожилочки, во-первых, мы их обозначили двумя полосками, как бы продавливая две полоски мастихином, и сейчас закрашивая желтеньким, мы как бы придаем им выпуклую форму, что смотрится вместе очень интересно. Вот. Делаю вот эти прожилки, я сделаю совсем небольшой акцент. Вот, и штукатурки желтые тоже взяла совсем немножко. Чем хорош такой способ, что у нас пока влажная штукатурка, влажная работа, даже если вот где-то у меня выходит что-то за края, я просто споласкиваю кисточку и чистой кисточкой размазываю тот ненужный цвет по поверхности, как бы нивелирую его. И у меня уже не видно так, что у меня что-то вышло за края, что-то как-то не так легло. Сейчас попробую взять на самый кончик, чтобы вот это вот место проработать. Вот. Вы когда будете делать, сразу приготовьте кисточку более тоненькую, чтобы вам удобнее было это делать. Так, еще вот такой вот желтенькой краской, так как листики у нас желтоватым отливом у подсолнечника, такие теплые, мы можем вот краешки листочков тоже пройтись вот этой желтой штукатуркой. Вот. Сейчас мы это еще растушуем, чтобы у нас не было явных таких пятен. Вот такие вот эффекты можно создавать. То есть мы как бы рисуем штукатуркой
акценты. Можно это делать как на листочках, так и на лепесточках, используя как более темный цвет, тон одного цвета, так и какой-то контрастный цвет. То есть, ну, как в живописи, да, мы экспериментируем, смотрим. Мы сейчас все это разгладим. Можно, кстати, желтенького добавить на те наши маленькие листочки, которые мы формировали в самом начале. То есть, чтобы они у нас смотрелись единым целым. То есть, я изначально взяла очень теплый цвет зеленого, вернее, оттенок теплого зеленого цвета. И сейчас, добавив желтым, я еще как бы усиливаю этот эффект. Но у нас тогда стали выбиваться вот эти листочки, они у нас стали отличаться. Поэтому их мы тоже по краешку немножко пройдем желтым, чтобы они у нас смотрелись единым целым. Вот, и получается, что в сегодняшнем видео мы с вами начали формировать эту композицию. В следующем видео мы будем делать лепестки непосредственно. А я еще сюда сформирую еще один такой же листочек, который сделаю аналогичным способом, таким, как вам показала. И потом вот будем формировать листики. Вот, немножко поставили акценты на эти листочки, то есть, чтобы у нас композиция вся смотрелась единым, потому что у подсолнечника, естественно, самый основной, главный цвет — это желтый. И вот все должно выдерживаться вот в такой теплой цветовой гамме. Вот таким образом. То есть вот как у нас начало работы. Листочки мы закрепили салфеточками. Они у нас будут изогнутыми. Потом мы салфеточки уберем. И все это будет держаться без помощи салфеток. Вот. На сегодня у меня все. Данный мастер-класс я сейчас продолжу снимать, но видео я разделю на несколько частей, как я уже говорила в начале. И в следующей части этого мастер-класса мы с вами начнем формировать наши лепесточки. То есть они будут все сформированы единым способом. Просто мы будем играть с цветом и играть немножко с размером этих листочков для того, чтобы создать такую интересную, пышную шапку нашего лепесточков нашего подсолнечника. Все, сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, что были вместе со мной. Спасибо, что творите вместе со мной. Спасибо, что подписываетесь на канал, смотрите видео и ставите лайки. До встречи на новых мастер-классах. И сейчас пока-пока.